Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я всех вас рад видеть у себя в гостях. И сегодня у нас с вами будет реакция на взлом телеканала, который не имеет крипи-содержания и никак не относится к крипипасте. Это взлом телеканала Мульт от Has Gameplay 190. Здесь будут целые 4 части интересного взлома. Автор обещает нам, что взлом будет интересным, без крипи-содержания и так далее и тому подобное. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите о моем канале своим друзьям и положительно прокомментируйте. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чаек с лимончиком и погнали! Будет очень интересно! Всем я желаю приятного настроения и хорошего времяпровождения. Поехали, смотрим первую часть, а потом будем смотреть еще 3 части. Погнали! Так, видим плашку No Signal. Точнее, нет сигнала. Забыл, кстати, сказать, что начало данной части я немножко перемотал, потому что там содержался мультик. И по своему опыту я знаю, что лучше кадры из мультфильма вообще не выкладывать. А то могут страйкануть видео и перезаливать все по новой. А у меня нервов на это не хватит. Знакомый звук. Это старая добрая табличка ожидания сообщения правительства. Ее создал один пользователь YouTube еще в далеком 2013 году. Эту табличку я, кстати, давненько не встречал во взломах телеканалов. Давненько не встречал ее. Ностальгаторы, в комментарии отпишитесь. Говорит служба экстренного оповещения Российской Федерации. Все телевещательные станции и кабельные системы должны передавать это экстренное оповещение. По техническим шоколадкам мульт переключается на ракосель. Интересно будет узнать. Так, видим настроечную таблицу. Ракосель. Только у нас самые пиздатые малополигонные мульт. Я с рекламой этой ракосели просто угораю, я честно вам признаюсь. На нашем канале вы узнаете новые веселые приключения паровозика Томоса, Губку Боба и его веселых друзей, про счастливые дни Джимми Нейтрона, про веселую семейку Симпсонов, также про Тимура и его команду и многое другое. Мы дарим детишкам радость и веселье, чтобы они всегда были в жизни жизнерадостными, чтобы всегда были веселыми и наслаждались мультиками нашего канала. Горячие линии канала Ракоселя в Купянске 8 800 143 65 65. Смотри мультики, сука. Или сдохнешь навечно в Купянске, блять. Приятного просмотра. Ой, господи. Надеюсь, олды этой рекламы есть. Очень на это надеюсь. И снова добрая старая настольная таблица. Когда тебе исполнилось 18 лет, папа. Арнольдик, с днем рождения тебе, счастья тебе, здоровья! Я тебе такой сюрприз приготовил. Это же Агни и его папа Марат. Та самая тоже семейка, как гейшип. Давай, сынок, давай. Какой сюрприз? Как какой? У тебя совершеннолетие сегодня. Я тебе дарю самое главное — свободу. Бери свою Катюху и можете чесать в свободную жизнь, сынок. Подожди, пап, мне 24, мне не 18. Ты сволочь, 6 лет еще задержался. Да, Да подожди. Иди отсюда, давай. Пожалуйста. Все. Чего тебе? Ну, пожалуйста, я...
Уйди отсюда. Чистый мут по жизни. Снова старая добрая настоечная таблица. О, кушать. Налей сок мне. Вишневый тут. Соус терянки. Пап, сок бомба, если честно. Где ты такой брал? Места надо знать. Давай я тоже выпью. Давай. Взяли. Поехали. Ну, Агни приколист, а, слушайте, он приколист от бога. Не буду повторять, что это настоечная таблица. Папа, ну пожалуйста, он меня убьет. Ну, Я уже позвонила, присаживайся. Ах ты сволочь, опять из-за тебя? Нет, она все обманывает. Я дико извиняюсь. Она обманывает. Пальто мое поджег. Да Василич торчала, зажигалочку сделал так, чтобы ты... Он еще и клоном сломал. Да оно с советских времен, 75-го года. За что мы платим деньги? На его внешний вид посмотри. Это спортивный костюм России, оригинал. А теперь купил пиджак на рынке. Ты всех подстрекаешь, чтобы сорвать мне урок. Да вы что? Я подстрекал вас? Да. Дал мне 50 рублей, предлагал, чтобы я вам стул поджег. Все, ребятам Агни сдали моментально. А что ты врешь? Вот что стоит вопрос об отчислении. Даже одноклассники не хотят с ним учиться. Да, это обман, это мои кореша. Кто хочет, чтобы меня отчислили? Я. А ты что, ладно, хоть имею уважение, тут моя девушка Катюха сидит. Все. Катюха? Где она? Катюха, беги! Стой! А ну догоните их, пацаны, быстро! Тамара Васильевна, может мы как-нибудь договоримся? Арни туалет поджег. Пап, давай им просто новый телек купим. Все, давайте на этом остановимся. На этом кадре можно остановиться спокойно. Что я хочу сказать, первая часть до меня лично очень неплохо получилась. Я думаю, что вот такое классное начало положит успех автору за, скажем так, такой необычный прямой эфир. Ладно, идем дальше. Давайте теперь мы с вами посмотрим следующую часть данного взлома. Едем дальше. Следующая часть взлома телеканала Мульт. По счету это вторая часть. Думаю, она тоже будет интересная и угарная. Напомню еще раз, что по своему опыту лучше кадры из мультфильмов не показывать. Потому что я уже сталкивался со страйками, когда показывал кадры мультиков. Ладно, не будем, как говорится, о страйках. Смотрим эту часть. Старая добрая настоечная таблица. Бать, ты раз и О. тормоз. Я человек. Повторяй за мной. Повторяй за мной. Дерана. Дерана. Красный. Красный. Синий. Синий. Какого цвета крокодил? Зеленого. Красав, бать. Красав, бать. Уже можно не повторять. Уже можно не повторять. Любимый сынок, давай я тебе дам пятихаточку на вечер. Любимый сынок, иди в жопу. Понял, понял. Троллик от бати. Батя не даст соврать. Настоящую таблицу аж перекосило от моего смеха. Что я вообще сказал? Ну, кто б сомневался. Куда без сообщения правительства? Качество только слишком низкое. Но хотя 2013 год, тогда еще не было особой HD качества. А может и было, наверное. Говорит служба экстренного оповещения Российской Федерации. Все телевещатели... Ага, и тут внезапно что-нибудь из крипи серии, наверное, возникнет. Пап,
А нет, все в порядке. Это снова наши старые друзья. Я спел песню на последнем звонке. Вот и лето пришло. Надоело. До свидания, школа. Мне тошнит от вас всех. Не вернусь я к вам снова. А трудовик с математичкой. Больная, ты что Да. поешь? Мы с Катюхой на задней парте. Есть тоже видосик. Какой видосик? Динь-динь с Катюхой на столе. И под партой в окне. Обожаю Агни и Марата. Раньше из-за перхоти я не мог носить черный кожак, здороваться с братками. Салам алейкум, қалайсыңдар жігіттер, братан, қалай, братан, қалай өзі? Басын қайызға қой, жумайсың ба, Потом один из моих братков посоветовал мне шампунь Жумайсымба. После первого применения я увидел результат. И теперь я могу спокойно здороваться с братками и радоваться жизни. Шампунь Жумайсымба. Скажи перхоти, көзіме көрінбейтін бол, түсіндің ба? А представьте, если этот шампунь продавался бы в реальной жизни. Бать, тебя завтра классуха в школу вызывает. А что случилось-то? Сегодня день учителя был. Деньги, что ли, надо занести на подарки? Да нет. А что тогда за повод? Да я, короче, цветы нашей классухе подарил. И что, меня из-за этого в школу вызывают? Ну это не совсем цветы были. А что это было? Крапива это была, бать. Петушар, ты зачем ей крапиву-то подарил? Хороший вопрос. Ну потому что у меня денег на нормальные цветы не было. Ну подарила она, а что? Орать она начала. Ну так бы ей сказал, что ты нищеброд и у тебя нет денег на нормальные цветы. Ну я так и сказал. А чё она меня тогда в школу вызывает? Да я шел от крапивы ей дарить и споткнулся. И чё, крапиву испачкал, что ли? Ну короче, я этой крапивой ей прям в лицо засадил. Валек, капец ты идиот. Ну я же не специально, бать. Мут по жизни, дубль 2. Что это было сейчас? Пап, я тебе купил новый телевизор. Серия «Как Агни раздолбал телевизор». О, молодец, давай помогу я Не тебе. надо, не надо, в этот раз я тебе докажу. А то все пишут, что я рукожоп, не могу телек донести. Вы догадываетесь, почему пишут. Пап, сейчас я все сделаю. Телевизор полетел. А я хотел Во, я-то думаю, как машина наша заезжала сюда. Пап, я решил этот телевизор сюда повесить, чтобы мы кайфовали с тобой. А ты нормально, а? Ты его еще на крышу повесь. Я тебе сейчас как дам тупо. На крышу? Он так радуется. Так я до этого не смеялся. Ну я раз уж смеялся так угарно, когда была реклама KFC, когда был ДТП коллапс супертанка в честь 700 подписчиков на его канале. Там было такое начало. Хотела начать новую жизнь с понедельника, а начала его с гастрита. И я... Вот это меня пронесло тогда. И здесь, скорее всего, будет тоже то же самое. О, пап, здесь нормально, я здесь повешу. Что там делаешь? Лучше на крышу телевизор не вешать. Ты же сказал на крыше повесить. Ты больной, я пошутил, слезь оттуда. Да нет, Агни, походу, шуток не понял. это отличная идея, чтобы, понимаешь, пап, чтобы я повесил и все видели. То, что телевизор вечно у Агни убегает, это просто классика жанра. Это отдельный вид искусства. Пап, я не виноват. А ну слезь оттуда. Не-не-не. Надо бежать. Беги! Беги! Ты сволочь, а ну стой. Пап, все хорошо. Иди сюда, я тебе смотрю. Опять настойчная таблица. Ее перекашивает.
Бать, давай проверим, кто умнее, ты или калькулятор на телефоне. Давай. Что это за испытания такие? Сколько будет 735 плюс 149? 844. Не, бать, получается 884. Бать, калькулятор умнее тебя. Нет, просто я разминался. Давай другие числа. Сколько будет 10 945 плюс 90 534? Ух ты ж! Ну вот видишь, ты не Я ж сможешь удивился, считать я бы не решил бы такое, получается честно. 1479. Значит, бать, калькулятор умнее тебя. Ну зато я много чего умею, а он умеет только числа считать, и все. Ну вот скажи мне тогда, что умеешь ты, чего не умеет калькулятор. Ну, к примеру, семью прокормить или починить что-нибудь. Бать, если бы мамка не работал, то одной твоей зарплаты не хватило бы семью прокормить. Да и починить ты ничего ни разу не смог. Ой, я знаю, что я умею, чего не может калькулятор. Ну и что же это? Он тебя не может уработать, а я могу. Спасибо, пап, дай я распакую, пожалуйста. Подожди, Да, я это распакую. самый главный момент моей Вот жизни. ты Не разобьешь, как не я разобью. видел. Один раз, доверься сыну. Айфон распаковывает самое... Сейчас, подожди. Ты нормально? Да подожди, Что ты делаешь, блин? Дай подожди, сюда. подожди. Он бронированный, пап, так сказали тут. так Кто что- тебе сказал? Вон они сказали. Вы говорили ему, что он бронирован? Нет, мы сказали, что он защищенный влагалище. Пап, с ним все хорошо оказывается. Он же в пленке. Сейчас снимем. То, что Вагни хотел сказать. Агни ломает вещи, это просто классика. Я чуть не поперхнулся аж. Твой сын разбил новый телефон прямо в магазине. Еще не успели коробку открыть. Да, представляешь? Пап, я все Вау, решил, вау. пап. Смотри, Вот. задняя крышка в идеале. Чуть-чуть экран разбит, но пока сделаем так. Я договорился, в магазине мне поменяют экран. За сколько? Оригинал 37 тысяч, пап. Я угораю не с цены замены экрана на айфоне, а то, как отец Агни, Марат, постоянно пытается его это наказать. Я не поняла, обрубок, ты чё вот просто так переводишь? В смысле просто так? Почему в ванной никого нет, а вода льется? Так я жду, пока ванна наберется. Зачем? Ну я люблю купаться, когда ванна полная. Ты Напишите в комментарии, кто любит купаться, когда ванна наполнена. Я лично ванну не наполняю, когда иду купаться. что там плавать собрался? Нет. Тогда, надеюсь, топиться? Купаться я собрался, мам. Вот и иди купайся. Ну сейчас ванна наберется и пойду. Так, я не поняла, ты что меня бесишь? Да чем я тебя бешу-то? Тем, что воду просто так переводишь. Ну я же уже сказал, что я люблю купаться, когда ванна полная. А я люблю, когда денег много. И чё? Да ничего. Ну и все. Дорогой, петушар передумал идти купаться, так что теперь твоя очередь. Когда ванна полная наберется, тогда и пойду. Так, ну дальше уже концовка, дальше там идет мультик. Вторая часть вообще получилась тоже неплохо, она, на мое мнение, даже еще смешнее, чем первая. Свое мнение, как обычно, можете написать в комментарии или напишите в чат, если вы смотрите это видео прямо во время режима премьеры. Ну что ж, идем смотреть дальше. Дальше мы посмотрим следующую часть этого взлома. Итак, мы с вами сейчас будем смотреть уже третью часть взлома телеканала Мульт. Она идет аж на 15 минут. А это означает, что автор, скорее всего, в этой части серьезно постарался. Порадовал меня и моего коллегу по цеху. И я думаю, он меня порадует. Я скажу вам честно, я еще эту часть не видел в оригинале. Только реакт смотрел от коллеги по цеху Слави Мухина. Ему огромный привет. Приятного всем просмотра. Смотрим третью часть. Думаю, нам будет угарно, интересно, смешно, весело, кайфово и тусово. По традиции классика, но с помехи с словосочетанием нет сигнала, а по-английски это no signal. И скорее всего здесь будет ожидание сообщений правительства, по-любому. Зная этого автора, можно все что угодно ждать. О чем я и сказал.
Ожидание сообщения правительства. Не, вот это сообщение правительства, это уже классика взломов и крипипаст. Говорит служба экстренного оповещения Российской Федерации. Все телевещательные станции и кабельные системы должны передавать это экстренное. No signal. И что будет дальше? Итак, по традиции настроечная таблица. Это один из самых известных приколов из ТикТока. Самый известный. Это ностальгия до меня, честно. Если кто тоже видел, отпишитесь. В комментарии, то есть, напишите. Я не про отписку от канала говорю. Я говорю, напишите в комментарии. Отговорился чуть-чуть просто. Снова no signal. И настроечная таблица. Что нужно для успеха? Энергия кофейных зерен Санта-Фе Американо. Санта-Фе. Энергия твоего успеха. Я угарнее, чем эта реклама, еще ничего не видел. Я так уже четко смеюсь второй раз. После рекламы KFC, о которой я уже ранее говорил. Про то, как девушка начала жизнь не с понедельника, а с гастрита. Жестко. Пап, я купил тебе новый телевизор. Классика. Легенда. Отдельный вид искусства. Какая разница, ты все равно его ломаешь. Фу. Да я, ты уронишь, ты что? Автор на этот раз удивил. Этот взлом даже, кстати, гораздо, наверное, будет смешнее, чем прямой эфир Акасери, реакция которого уже на канале была. Мелкий, ты чё там плещешься? Иди сюда, с обрыва прыгать будем. Не-не, я тут поплаваю. Блин, я не помню, как зовут этого тиктокера. Я вообще не помню, как его зовут. Я серьезно говорю, я не помню, как зовут этого тиктокера. Напишите, пожалуйста, в комментарии или в чате, если вы знаете этого тиктокера. Все понятно с тобой, трус. Хотя, по-моему, половина моих зрителей вряд ли имеет даже тикток аккаунт. Кто трус, я? Да я вообще ничего не боюсь. Сейчас как сигану, вся рыба испугается. О, рыбы, вам вызов принимают. Ну-ну, давай. 3, 2, 1. Я, кажется, трусы потерял. Случайно не эти? О, давай сюда. Так это ж батины. Ну да, я свои еще просто при первом прыжке потерял. Пап, я хочу арбуз, пойдем. Ну закрыто, давай потом уже. Да ты че, пап, сейчас все сделаем. Что ты сделаешь? Она успокойся, что ты Подержи. делаешь? Она ты нормально. Она идет он. Беги! Больной, что? Это мой сын, он сумасшедший. Все нормально там? Мне просто позвонили там, надо было Да, отойти, дай успокойся, помогу. А не надо сейчас как телевизор уронить. Да не, Хоть арбуз домой донес. Пап, я что, инвалид? Кусочек есть. Пап, давай купим этот телек. Аккуратно, папа, смотри. Ребят, что вы сделали? Все хорошо. Так же гарантирую. Очень много телевизора за 8 тысяч пойдем.
Да все, я понял. Я все ошибки буду делать. Пап, ну что ты обижаешься на меня всегда? Подумаешь, телевизор. Думаешь, я что, с телевизором не могу? Я один угораю, как этот телевизор падает. И не жалуется. Смотри там сзади. Аккуратно. Все нормально, пап. Что-то мне кажется на той, что таблице. Да тихо стало сейчас. Нет? Да что такое? Ну, автор, ну ты издеваешься надо мной. Я перемотаю мультик, я не буду мультики показывать в своих роликах. Я уже не атаката говорю почему. Пап! Пап! Держи! Ну и чё это? Да ты держи! Это дневник! Так и чё мне с ним делать-то? Ты дурака-то не включай! Оценки посмотри! Ни одной тройки! Помнишь, что обещал? Ой. Держи! Чё смотришь, мало? Вот честно, больше нету. Это все хорошо, конечно, но ты обещал поучить водить машину, если без троек закончу. Все-то ведь помнит, а? Ладно, побегай, сейчас спущусь. Ох ты ж, какой автомобиль. Вы только посмотрите, что за пушка-гонка! Двигатель V-турбо, радиус 15, тонировка, шпаклевка. Здесь даже аккумулятор есть. А ты думал, в машине никогда не бывает аккумуляторов? Без аккумулятора, насколько я знаю, машина все равно не поедет. Ты что делаешь? Да так, блог свой снимаю. Чисто повыпендриваться, на чем я сегодня кататься буду. Серега вообще умрет от зависти. Даже локти изгрызет тебя от зависти, как кто-то когда-то говорил так. Так, мы что, снимать пришли или учиться водить? Хороший вопрос. Садись давай. Дорогие мои подписчики, все, заканчиваю прямой эфир. Поехал я кататься на этой зверюге. Ты что назад сел? Точно! Я что-то по привычке сел. Как говорится, привычка, привычка. Ну чё, тебя с ветерком или так прокатить? Я тебе дам с ветерком. Давай, заводи машину. Завести? Это ты по адресу обратился? Эй, крошка, твои родители случайно не кондитеры? Коротко о том, как я учусь водить машину. Тогда откуда у них такая конфетка? Фу, ты что делаешь, извращенец? Ключом заводи. Смотри-ка, с полтычка завелась. Шалунья. Включай. Он такой, вот дебил. Передачу. Понятно. Береженного Бог бережет. Немножко переволновался. Ща, все Ты ремень-то пристегни, не забудь. будет. О, видишь? А ты боялся? Так, впереди яма, видишь? Объезжай. Вижу, не очкуй. Понятно, карманные деньги больше не получаешь. На ремонт машины пойдут. Так нечестно, я еще габариты не чувствую. Зато я прекрасно чувствую. Короче, еще один косяк. Все, заканчиваем вождение. Давай, учись. Че, может вторую включим? О, Дева Мария, Матерь ты Божья, спаси и сохрани. Батя очень переживает. Пусть эта жидкость будет бальзамом для сердца. Врубай.
Ты куда летишь? Не видишь красный? Тормози! Где тормоз-то? Ты же не рассказывал! Где, блядь, посередине? Где? Чего? Кто посерединке, тот женится на свинке. Не буду нажимать я. Поехали! Василич! Василич! Тормози, мать твою! Семёныч! Тугодум! Семёныч, уходи! Маша, здорово, здорово. Давай, паркуйся, поговорим. Уходи! Ты скорость-то сбрасывай. Куда летишь? Ты беги! Семёныч? Кто ж так тормозит, Василич? Семёныч! Это сын Васильевича так вот водит. Я убийца! О, господи, Не преувеличивай. господи, Семёныч, Семёныч, ты живой? Пить! Пить! Малой, неси воду! Ща! Пап, тут нет воды, только пиво чуть-чуть осталось. Пиво? Не-не-не, ему сейчас пиво нельзя. Воды. Лучше пиво. Пиво? Ладно, неси сюда это пиво. Семёныч! Семёныч! Держись! Сейчас мы тебя быстро на ноги поставим. Ну хорош, куда столько льешь? Не мешай ребенку, он все правильно делает. Дай сюда. Семёныч, получше стало? Ну как получше? Он кайф получил. Кайфую. Кажись, руку расцарапал, еще и голова болит. А ты куда так летишь? Не видишь, что ли, красный горит? Семёныч, не я за рулем был. Малого балбеса учил за рулем кататься. Это другое дело. Вопросов нет. Ты чё, куда это звонить собрался? Так это, в полицию? Оформлять будем? Как в полицию? Семёныч, ты чё, какая полиция? Мы ж с детства друг друга знаем, не разлей вода. Точно. Что делать-то будем? Рука ужасно болит. Да, нормально мы тебя помяли. Надо продезинфицировать. Спиртом. Спиртом? Ну рука уже не так сильно болит. А вот в области сердца покалывает. Надо продезинфицировать внутривенно. Понял. Пузыря хватит? Тут одного пузыря мало будет. Тут отягчающее. Еще и несовершеннолетний за рулем. Семёныч, ну Да-да, подожди, я и так несовершеннолетний. машину сломал. Где столько денег-то возьму? Доброта моя душевная. Ладно, где лечиться-то будем? Так чё, как обычно, за гаражами? Сейчас я только машину немножко подрихтую и поедем. Какой подрихтую? Тут работы на один день. Малой сломал, пусть сами ковыряется. А то мне что-то все хуже и хуже становится. А действительно, чё-то я ковыряться буду. Любишь кататься, люби и саночки возить. Ковыряйся. Придем, чтобы машина была сделана. А я как чинить-то буду? Я же вообще в машинах не разбираюсь. Ну, будет что непонятно, звони. Пошли, Семёныч. Вот так вот. Ладно. Так, дорогие мои подписчики, срочное включение. Короче, батя сломал машину. Сейчас будем Он на батю все свалил. ремонтировать. Вот, тут вот у нас бампер сломан. Здесь вот вмятина. Трещина на лобовом стекле. А еще тут, короче, резина протерлась. Это я просто резко тормозил. Но для начала нам надо открыть капот, чтобы выпрямить вмятину. Че, где капот-то открывается? Батя же говорил, звони, если что непонятно будет. Вот-вот. Как говорится, чтобы у нас все было, а нам за это ничего не было. Давай. Кто еще звонит? Старая добрая мелодия звучала Nokia Tune, это ностальгия. Олды, мелодии Nokia Tune, отзовитесь, пожалуйста, в комментариях. Алло, бать, как капот открыть? Ну чё, мать, капот открывать не умеешь? Там за дверью ручка, дернешь, откроется. Подожди. Готово, все, давай.
Обращайся. Капот открывать не умеет. Все, вмятину выпрямили. Теперь надо лобовое стекло чем-то заделать. Чем же мы его заделаем? Изолентой замотаю и славненько. Оригинально придумал. Ну как новенькая. Бампер точно так же сделаем. Заклеим его просто. Красота! Колеса сейчас еще ошипуем и будет как новенькая. Ну, я помню, у бати зимой были с шипами, а сейчас что-то совсем лысые. Ну ничего, сейчас исправим. Для этого нам нужен шуруповерт. Как говорится, чтоб стоял и деньги были. Василич, сколько можно? Отключай телефон. Сейчас скажу, чтоб не отвлекал. Алло. Пап, а где шуруповерт? А так, это в багажнике. А чё хотел? А, ничего, все уже, давай. Шуруповерт просит. А зачем ему шуруповерт? Ну, малой! Ну куда? Натворит делов. Во, вот это шипы, я понимаю. Еще в подарок ему машину покрашу. А то что-то скучная какая-то. А стекло ты? У меня еще черная краска есть. Сейчас еще бампер цвет колес покрасим. Только ровно делай равномерно. А? Тебе зачем шуруповерт? Я походу домой пошел. Семёныч, а можно я с тобой? Ты с ним никуда не пойдешь. Беги. Что у нас тут? Дальше в конце, как обычно, мультик. Я очень угорал, честно. Очень хорошо сделана третья часть. Автору огромный респект. Отлично от меня. Ну что же, отправляемся смотреть последнюю часть этого взлома. Так называемый финал взлома телеканала Мульт. Поехали. Итак, дорогие друзья, у нас четвертая и последняя часть взлома телеканала Мульт от Has Gameplay 190. Я надеюсь, автор этого взлома тоже смотрит этот реакт. Если он его смотрит, ему огромнейший привет лично от меня. Итак, смотрим финальную часть. Длится она всего 11 минут 2 секунды. Всем приятного просмотра. Поехали. Только почему-то звук помехи настройки таблицы почему-то тихо стал. Как-то странно, слушайте. Странно. Но это классика. Без сообщения правительства никуда. Классика. Говорит служба экстренного оповещения Российской Федерации. Все, сообщение закончилось. Ух ты, это старая реклама мифа. Новый миф. Морозная свежесть. Зимой и летом мечтают об этом. Минздрав предупреждает, порошок использовать по назначению. Угар, слушайте, угар просто. Снова старая добрая настроечная таблица. Пап, я с заучем подрался. Опа, Арни и Марат, без них никуда. Зачем? Я всего лишь на 2 урока опоздал, а он меня заставил полы мыть. А я ему знаешь, что сказал? А для вас я никто. Как и вы для меня. Я плюю вам в лицо. О, это пожестче, это чуть-чуть жестко. Плюнуть в лицо завучу.
И вот эта улыбка очень хорошая. Что такое? И вы все тут говно. И ты, Николай Павлович, уже говно. No signal. No signal. Да, правильно сказал. Мы с моей Катюхой решили пожениться и свадебку веселую сыграть. Ба-ба-ба-ба-бам. Нам родня на свадьбу подарит много денег, и ковер подарит ее мать. Пока в разгаре свадебка, мы с Катей в раздевалочке решили спрятаться и делать там день. Что такое? И тут явилась ее мать, и тут все началось опять. Катя под стол, а я в окно бежать опять. Ну, четко. Это чей гриб? Чей гриб, а? Чей это гриб, а? Чей это гриб, а? Это чей гриб? Чё орёшь? Мой это гриб. Конфеты свиной гриб. Все болеют, а ты наслаждайся. Господи! Шоколад с названием свиной гриб. Я не могу. Кайф. Аж я подавился. Мандавошка золотоглазый, что тут делаешь? Да дневники вампир, смотрю, сериал 4-й сезон. Дневники вампира, что-то знакомое. Остался один сезон, все лето убил, считай. А сказать, чем все закончилось в конце? Ну не надо, не говори, что был в конце. Ну сходи тогда в зале пропылесось. Ладно. Молодец. Ну что, сказать, что там будет в конце-то? Ну я же пропылесосил, не хвори. Не, ну пропылесосить это одно, посуда это совсем другое. Посуду что ли еще надо помыть? Хочешь помой, я не настаиваю. Ладно, сейчас помою. Помыл! Я теперь могу продолжить смотреть сериал? Ну на огород сходишь, огурцов нарвешь и продолжишь. Сейчас 5 минут и иду. Так, чем закончился сериал? Ты все-таки с ним осталась. Ну что, 5 минут уже прошли. Я не пойду на огород, я уже в интернете посмотрел, чем сериал закончится. Так что можешь говорить. Эх, затылок. Я и не знал, чем сечняк закончится. Я-то ее не смотрел, как ты знал? Настойчивая таблица и no signal. Это уже традиционное. Укула, кутика, пика. Ярик, ты шевелился? Нифига я не шевелил. Повторяю, зеленый свет бежите, красный стоите. Укула, котика, пика. Помню, когда игра в кальмара была трендом. Помню, даже в Counter-Strike был сервер, посвященный этой игре, если я не ошибаюсь. А где Серега? Серега, ты куда спрятал? Все, теперь я ведущий, и только попробуй пошевелиться. Сука ты, Серега! Лучший друг всегда поддержит. Опа-на! Вновь разбиваем телевизор. Не, ну это в шутку, конечно. О, красавчик, смотри. Одна царапина. Ты очень много хочешь от телевизора за 7 тысяч, пап. Сказал аккуратно немножко. Каждый телевизор. Осторожно. Один телевизор не может нормально принести. Ты тоже. Пап, ты главное не нервничай. Я его сейчас повешу, подумаешь, пару царапин. На крючок повесь аккуратно, видишь там? Да, я знаю, Потом пап. отверткой зацепишь. Я не ребенок, пап. Осталось отвертку сейчас. Пап, я завтра куплю новый телевизор. Это что за телевизор? Один раз упал, уже не работает. Пап, я купил новый. Следующее. Ты можешь аккуратнее немножко, а? Там скользкие порожки были. Пап, я что, ребенок, что ли? Что ты делаешь? Он бронированный. Я ж докажу, пап. Вот смотри, пап, смотри. Вот нормально. Он нормальный. Это Вова.
Сволочь! Пап, давай купим этот телефон. Аккуратно, папа, серьезно. Ребят, что вы сделали? Все хорошо. 22 дюйма. Так же гарантия года. Да все, я понял. Я все выиграю. Извините, кашляю чуть-чуть. Ну, из-за того, что смеюсь много и давлюсь чуть-чуть. Пап, ну что ты обижаешься на меня всегда? Подумаешь, телевизор. Что думаешь, я что, с телевизором не могу гулять? Посмотри там сзади. Давай, аккуратно. Все нормально, пап. Почему мы все смеемся, когда Арни ломает телевизор? Я не понимаю. Все, в принципе, все нормально, да? Пап, я тебе купил телевизор нормально. Он бронированный. Ты пошел. Ты можешь нормально нести телевизор? Колпак праздничный? День рождения у кого-то, что ли? Ну что стало-то? Все. Где телевизор? Все нормально. С собой, там забыл. Дорогая, я купил новый телевизор. Я вот здесь оставил его. Верни телевизор! Да зачем он мне нужен? Лови! А что вы делаете, сволочи? Даже телевизор поймать не может. Смотри. Подожди, А вот. что все телевизоры ломают? Телевизор. Я все починю. Смотри. Что ты делаешь? Палец. Как новый. Это летний вариант, чтобы ты футбол смотрел. Сейчас отвертку возьму, пойду. Он водонепроницаемый. Опа. О, смотри, ни одна капля туда не попала. Не, где-то здесь был. Снова в воду упал. Едем дальше. Кстати, погладь одежду, а ты на работе капец устала. Я не умею. Я тебе пятихатку дам за это. Так с этого и надо было начинать. Мам, сейчас все сделаю. Так, Прошло 55 минут. надо пойти глянуть, справляется этот оболтус или нет. Ты что делаешь-то? Одежду глажу. Вообще-то ее утюгом надо гладить, а не рукой. А я-то думаю, что я ее глажу, она никак не разглаживается. Короче, иди отсюда, я сама все поглажу. А пятихатка? За то, что ты одежду рукой погладил? Ну, погладил же. Обойдешься. Так, что у нас дальше будет? Валек, что слушаешь? На, послушай. Попу мыть, попу мыть. Нужно каждый день попу мыть, даже если... Я просто похлопаю. Без комментариев, пожалуйста. Чё за говно ты слушаешь? Единственное говно, которое сейчас слушаю, это ты. Ты чё, попутал, что ли, петушара? Задолбал ты меня все время петушарой называть. Сам ты петушара. Ты сейчас получишь. Ты сейчас сам получишь. Чё ты, а, чё? Оп. Вы чё тут разорались, пингвины волосатые? Я сейчас обоих уложу. Кого ты тут уложить собралась? И запомните, клопы, главное в жизни это тишина и покой. Мут по жизни. Что у нас тут? Настойчивая таблица и что у нас будет дальше? Бать, у меня есть предложение. Руки и сердце? Не смешно. Короче, предложение есть открыть бизнес. Какой? Шаурмичную откроем. Поскольку скидываемся? Ну, скидываешься ты один, закупаешь всю продукцию, будешь ты там готовить. Прибыль делим 50/50. Нормальные условия. Ну чё, бать, как тебе идея?
Ну неплохая, ну давай лучше так. Покупаем говновозку, ты ездишь, откачиваешь ямы, прибыль вся моя, а я тебе плачу 10 тысяч в месяц зарплату. Заманчиво. Но лучше, конечно, шаурмичную открыть и говновозку купить. И лозунг такой придумаем, типа пожрал, посрал и наш номерочек набрал. Как? О, господи. Бизнесмен хуев. Да что ты смеешься-то? Это единственный вайн от Гейшипа, где он мат произнес. Иди отсюда! Почему? Понял. Приступ пройдет, позовешь. Пердечный приступ вошел в чат. Так, что у нас тут по концовке? Вроде все, ребят. Все, наконец-то мы закончили смотреть взлом телеканала Мульт. Давайте подведем небольшой итог. Я хочу сказать только одно. Взлом очень получился угарным. Он, скорее всего, угарнее, чем прямой эфир Акасели. Возможно, я буду неправ. Ваше мнение я жду в комментарии и в чате. Ну что ж, друзья, и на этом еще не все. Вас ждет еще один бонус. Да-да, Тёма постарался, и Тёма кое-что обещал кое-кому. И вы сейчас поймете, что. Ну что ж, друзья, вот он тот самый бонус. Это взлом телеканала Карусель от 20 мая 2022 года. Автором этого взлома является наш друг и мой коллега по цеху Слава Мухин. Он лично просил взять его в реакцию. Я хотел, конечно, взять его в реакции видео от подписчиков, но решил все-таки сделать небольшой бонус по одной только простой причине, что этот взлом и его содержание немножко похожи на взлом телеканала Мульт, который мы с вами, естественно, уже посмотрели. Ну что ж, как обычно, я всем желаю приятного просмотра. Всего 9 минут 23 секунды. Я надеюсь, вам это видео понравится. Я про взлом сейчас говорю. Так, у нас тут помехи, настроечная таблица времен ОРТ 2000-х. Я взломал карусель, логотип карусели. И логотип карусели новый, который многие критиковали за то, что карусель скатывается. И сообщение правительства. Но уже не такого гигантского размера. Старое доброе оповещение, которое сделал один из пользователей YouTube в 2013 году. Говорит служба экстренного оповещения Российской Федерации. Все телевещательные станции и кабельные системы должны передавать это экстренное оповещение. Эта телестанция прервала обычное вещание. Оу! Старый добрый вид! Я не ожидал его здесь увидеть. Приветствую вас, вид! Не страшно? Тогда попробую развеселить вас. Давай. Дина, смотри, какая полянка! Наверное, там много ягод. Реклама растишки вошла в чат. Бежим! Ни одной ягоды. А у меня есть волшебная дудочка. Малина, черника, ежевика, земляника. Давайте готовить растишку. Попробуйте. Как вкусно. А можно еще? Нет, маленькая жирная жопа. Угораю с этого взлома уже. Весело? Еще нет? Ну смотрите еще рекламу. Поехали. Это чай-гриб. Чай-гриб, а? Это чай-гриб. Чё орёшь? Мой это гриб. Конфеты свиной гриб. Все болеют, а ты наслаждайся. Ловите, если еще не засмеетесь, придется вас напугать, в любой момент можете ждать скример. Да, в названии указано, что он чуть криповый, но хочу сказать, что это бонус. И пусть те, кто знает, что я взломы в реакции не беру, не пишут, что я сделал исключение. Просто этот взлом очень похож на содержание взлома мульта, поэтому не надо строго судить за это.
Но тем не менее будет интересно. Так, сейчас пока ноутбук нас подгорит. Новый миф. Морозная свежесть. Простите за зависание, если что. Зимой и летом мечтают об этом. Пожалуй, последняя реклама угарная до вас. Не засмеетесь, приду к вам домой. Ваш друг. Сильно напоминает безногим. Господи, это еще одна старая киндовская трэшовая реклама. Ну, точнее, мемасная реклама. Не трэшовая, она хорошая. Снова Арни и Марат. Одна царапина. Ты очень много хочешь от телевизора за 7 тысяч, пап. Сказал аккуратно немножко. Каждый телевизор. Ну ты можешь стопать. Один телевизор не может нормально принести. Ты тоже. Пап, ты главное не нервничай. Я его сейчас повешу, подумаешь, пару царапин. На крючок повесь аккуратно, видишь там? Я знаю, Потом пап. отвертки затянешь. Я не ребенок, пап. Осталось отвертку сейчас. Пап, я завтра куплю новый телевизор. Это что за телевизор? Один раз упал, уже не работает. Пап, я купил новый. Второй телевизор уже, ты можешь аккуратнее немножко? Там скользкие порожки были. Пап, я что, ребенок, что ли? Что ты делаешь? Он бронированный. Я ж докажу, пап. Вот смотри, пап, смотри. Что ты творишь? Пап, да все будет нормально. Он нормальный. Это Вова. Пап, давай купим этот телек. Аккуратно, Серьезно. Ребят, что вы сделали? Все хорошо. 22 дюйма. Так же гарантия года. Ты очень много хочешь от телевизора за 8 тысяч. Пойдем, пошел. Да все, я понял. Я все ошибки подойдет. Пап, ну что ты обижаешься на меня всегда? Подумаешь, телевизор. Что думаешь, я что, с телевизором не могу шляться? Посмотри там. Все, помехи. Опа-на! Вы серьезно? Старый добрый Рональд Макдоналд. С ней есть еще классный ремикс. Вы его видели неоднократно, я уверен. Кстати, на секундочку на паузу поставлю. Хочу сказать то, что вот эту рекламу иногда критиковали за вот эти необычные эффекты и все такое. Я уверен, что эта реклама была создана просто с целью, скажем так, или поржать, или поприкалываться, или ремиксы поделать. Старая добрая японская реклама Макдональдса. Лайк автору так. Ностальгия прям пошла. Да. Недавно, друзья... Вы серьезно? РТП на Галилео, реакцию которого я уже делал? Ладно. У меня же нет друзей. Вы скрываемся. Аккуратно проведем вот так вот
вот так вот, вот так вот. Во-первых, ты не сделаешь, во-вторых, что мы не сделаешь, я в другом городе. Собственно говоря, так. Итак, как сюжет. Самая великая новогодняя дрочка. Сань, вы соси. Они окружают нас и окружают нас, и от них веет холодом. Но, несмотря на это, они несут с собой тортик, ведь это предвестник наступающего на новую роса. Программа «Галилео». В эфире самая рубрика программы «Галилео» «Эксперимекс». Начнем сразу с интереснейшего вопроса. Можно ли эксплуатировать детей? Хотите узнать, как оно на самом деле молвила вода? Закипела. Кипи уже! Хотите узнать, как оно закипело? Ну ладно. Объясню. Старый добрый Сашка Фокин из «Дорогая, мы убиваем детей». Чтобы вы убедились, что он действительно кипяток и что он горячий, я его даже еще облил на себя. Ладно, у меня есть один способ. Сейчас возьму и выкину нахуй. Короче, ночи. А это Евгений, он гей. От пюре просто балдеет. Но он решил полакомиться не из кастрюли, а с параши. Что-то не похоже на картошку. Тщательное пугало. Оно будет ночью светиться, вращаться, ебаться, сосаться, лизаться, бояться и отпугивать летучих бомжей. А как вы знаете, у нас в Подмосковье летучие бомжи – это самая главная напасть. Так, у нас помехи, и что у нас дальше будет? Уже интересно узнать. Как хорошо повеселились? Ладно, ждите сюрприз напоследок. И пока. Увидимся, может быть, скоро. Ну давай. Этот сюрприз повторится как в начале. О чем я и говорю. Так что, когда появится вид, не удивляйтесь потом. Вид — это классика. Что можно сказать? Я сам вид использую в качестве основного скримера в конце видео. Вы это все и так знаете. Говорит служба экстренного оповещения Российской Федерации. Все телевещательные станции и кабельные системы должны передавать это экстренное оповещение. Эта телестанция прервала обычное вещание по приказу от президента России для оповещения. Так, у нас получаются помехи, и, по-моему, на этом все, да. Да, и там еще разок будет скример телекомпании ВИД, и автор с нами попрощался, и в конце будет мультик. Я его вставлять не буду, вы уже неоднократно знаете, по какой причине я это не делаю. Но в любом случае, Славе Мухину спасибо за этот взлом, а Хас Геймплей 190 огромнейшее спасибо за виновника торжества взлом телеканала Мульт. Мне понравились все эти 5 роликов, которые мы с вами смотрели. Я на них ссылочку обязательно оставлю в описании под этим видео. Я надеюсь, вы посмотрите их оригиналы. И я думаю, они вам точно понравятся. На этой классной и чудесной ноте каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео. Слушайте маму, мойте руки с мылом и будьте самыми клевыми, а значит оставайтесь сами собой. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Рассказывайте о моем канале своим друзьям, делитесь этим видео в других социальных сетях, а также не забудьте, что вы можете поддержать мой канал донатом и, естественно, подписаться на меня в других социальных сетях. Все ссылочки есть в описании под этим видео. На этом я заканчиваю. Всем пока. Спасибо за внимание.